Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 5-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Эпизод 17. Цирковое шоу уродов Ранапура. Цирковое шоу уродов Ранапура. Петля, висящая на въезде в город, предупреждает тех, кто хочет двигаться дальше. За этим порогом никто не будет гарантировать вам жизнь. Злодеи со всего мира собираются здесь. Конфликты вспыхивают один за другим. Злой город, рожденный между Востоком и Западом. Во время Холодной войны, наполненный бандитами и живущий за счет наркокартелей. Да. Край света. Очаг лицемерия, живущий в людях. Чьи души уже разрушены и сосланы в ад. Я выжил лишь потому, что оказался в хорошо известной компании «Лагуна». Имя этого города на устах всех негодяев мира. Но многие из тех, что приезжали сюда ради славы, не вернулись домой. Жестокая судьба ожидает тех, кто случайно ступил на земли Ранапура. И сейчас где-то по городу бродит очередная жертва. Желтый флаг. Ладно, ребята, ночь только начинается. О, на охоту. Какая-то 1000 баксов за голову. Ю. Ну, вперед! Что хотят бедные девочки? А мы тут чего ждем? По моим расчетам, $1 миллион. Откуда здесь может быть столько? Думаю, будет перестрелка. Просто перестрелка. Перестрелка — это неплохо. Но эта чертова монашка ослеплена своей жадностью. Кто сюда придет? Да никто. Не груби, если тебе стало скучно, Рэви. Здесь проблем не будет. Да, красавчик? А что, намечается перестрелка? Не волнуйся, Рок. Тебе новых дырок не наделают. Эй, Эда, сломать тебе челюсть? Ой-ой, ревность тебя не украшает. Ну, Да. пора. Кажется, я могу вам рассказать, что сейчас происходит в Ранапуре. Отвали! Сейчас самое интересное в гостинице Рамсап. Куда я послала эту девчонку? Прямо сейчас туда ломится изрядное число всяких негодяев. Это наверняка. Но штурмуют они соседнюю с ней дверь. Откуда такое счастье? Потому что я им сказала, что она в соседнем номере. Эта глупая женщина проснется от выстрелов и выскочит в коридор посмотреть, что случилось. Ну, в такой ситуации она просто обязана. Осторожности у нее совсем нет. Правда? Особенно потому, что ее комната единственная за бронированной дверью. Когда она откроет дверь, то увидит негодяев лицом к лицу. Негодяи не знают, что за бронированной дверью есть комната. Я так думаю. Ты что-то много предположений для одной истории собрала. Ну, вообще, да. Да ладно тебе. Если ее там и убьют, то на этом все. Так. Но, скорее всего, она захлопнет бронированную дверь. Да? Это ей даст немного времени. Но когда ребята взломают дверь и ворвутся в номер, там никого не будет. Почему? Слишком много если. Почему? Откуда такая уверенность? Слишком много если. Потому что я ей подскажу. Если ты хоть на мгновение ляжешь на спину на постели, то увидишь. Спасение там. Хотя поймешь смысл только когда придет время. Это слишком просто. Как рисунки в туалетах. Посмотри вверх, посмотри вниз. Ну и дурак.
Да ну вас. Чем проще, тем лучше. Короче, после этого она выполнит тачдаун не хуже Бретта Фавра. Если будет идти по знакам. Ну как вам? Не надо было мне соглашаться. Ну да. Поехали домой, Рок. Заводи. И сейчас она перед ними. Постой, Рэви. Эта комната срабатывала 4 раза из 7. Во! Она перед ними. 5-й раз сработала из 8. Видишь, видишь? Есть. За ней, Рок. Боже, благослови. Привет, сестричка. Вечерняя пробежка? Тяжело, небось? Ты меня обманула. Как не стыдно так разговаривать со своим ангелом-хранителем. Чего? Меня чуть не убили. Что, правда? Тебя спасать надо? Подумай. Не хочешь отдавать тетке? Мы умываем руки. Лучше сразу беги в морг. Ну как? Куда ниже ты еще можешь пасть? 30 000. Рок, уже вечер. Я возвращаюсь в церковь. Ты чудовище! 100 000! Обижаешь. Смотри, они за тобой. Сука. Хорошо, ваши условия. Отлично, договорились. Если вы меня не спасете, я вас прокляну. Ну. Это неправильно. Это отпугнет посетителей. Эй, Эда, что ты тут делаешь? Эй, что стряслось? Тоже решили прогуляться вечером? У нас дело к этой женщине. Разговор на 1000 баксов. Ага. Зарабатываете на карманные расходы? Ну, Эда, ты... Ух ты! Что вы мне тыкаете, козлы? Это работа на $1 000 000. И теперь это наша работа. Теперь у нее есть водила и телохранитель. О, Рэви, мочи! вот дают. Да их бы уже изрешетили бы. По машинам! За ними! И куда мы? Йо! Выходим на проспект? Все правильно, Рок. Едем к морю. А, черт! И ясное дело, никто пули не схлопотал. Кажется, все усложнилось. Усложнилось не то слово. Там церковь насилия и стрелок из лагуны. Это вам не гоняться за дурочкой. Охота не на оленя, а на тигра. За 1000 всего лишь, ребят. Что сидите? Езжайте за ними. Ковбой, планы изменились. Или 30 000, или мы уходим. Что? Издеваетесь? Я слышал, что с ней еще 2. И за это 30 000? Да. Испугались 3, да? Да. Ковбой, это не Флорида. Это Ранапур. Понимаешь меня? Там вовсе не шпана, которая только и умеет, что на стенках рисовать. И мы тоже не такие. Мы убийствами зарабатываем. Будешь выпендриваться, гоняйся за ними сам. Понимаешь меня? Ты так уверена? Надеюсь, что знаешь, о чем говоришь. О. Но, кстати, похоже, что ты знакома с этими людьми. Конечно, знаком. Конечно. Единственный болван, который тут про них не знает, это ты, ковбой. Лучше зови Лобоса. Понял? Если да, то мы договоримся. Да тут все друг друга знают. Куда вы меня везете? Опять ловушка? Если хотите потребовать больше? Да нет, не собираюсь. Везу тебя прямо к спасению. После этого сразу распрощаешься с нашим чудесным Ранапуром. А, понятно, на катер. Если можно, побыстрее, пожалуйста. Базара нет? Эда, ты мне обещала денег. Да, вот они. Море, порт, корабль. Корабль быстрый. Спроси об этом красавчика в галстуке. Эда, Ну, через минуту сама увидишь. Не удивляйся, это торпедный. прости, Эда, но корабля ты не увидишь. Что? Мы так не договаривались. Самого важного здесь нет. А куда они делись-то? Где дач? Куда он поплыл?
Что, техобслуживание? А ничего. Да, у нас работа. Облом. У них срочное дело. Выпить хочешь? Это все фигня. Я вижу, у тебя там Артбек Провиденс. Давай сюда. Иди ты, это дача. Если дотронешься, я тебе пиво через задницу залью. Вредина. Диалоги. Может, Джим Бим? У нас его полно. Начнешь капризничать. Будешь пить из унитаза, дура. Рави, это тоже с тобой? Ну, Да, тут. Извини, отвлеклась. Ничего. Что там у нас? Ситуация неплохая и нехорошая, да? Окей, все готово. Да, вроде того. У нас тут есть это и есть оружие. И еще 2 бесполезных существа. Это плохо. Погоди, тут Бенни. Мы только что погрузились, но если сбросим груз, то будем в порту немного быстрее. Похоже, так и придется. Заплатим неустойку. Я свяжусь с Исааком по этому поводу. Все расходы сегодня оплачивает церковь насилия. Не так уж и много. Все нормально будет. Кстати, где эта женщина? Ну, она так в кладовке и сидит. Ни разу так не выходила. что она делает? Пробел. Ящик. Пересек рутовый доступ. Автовход. 192. 168. ДНС сервер. Это оно? Что это? Что? Что она пытается сделать? Плохо. Оболочка бота перезагружена. Не могу попасть в свой банк. Глупо как. Поздравляю, Тео. Благодаря твоим талантам у меня неприятности. Господи, она им заплатить не может. Она им заплатить не может. Твою мать! В банк собственный. Прости, Дач, мне очень жаль. Ничего, Лобос. Он мой земляк, и у меня с ним тоже проблемы. Не понимает, что в мире преступности они провинциалы. Безусловно. Еще какие. В Ранапур едут отборные мерзавцы. Отборная элита. Даже мы этим подпорчены. Только настоящие злодеи их проучат. Так что дай мне еще немного времени. Хорошо. Бенни-бой, слышал? Да, ясно. Они играют с огнем, то есть со злыми силами этого города. Это опасно. Ничего Давай как. поспешим. Само собой. Да, все в этом городе подпорчены злодейством. Еще как. Я всегда думал, что мы с Роком исключение. Что ты сказал, Бенни? Я давно чувствую, что это у вас есть, ребята. Ну, спасибо. Что несешь? Вы еще те отпетые. Черт! Сколько Злодеи. еще можно тянуть? Ох, сейчас их свинцовым. Еще попытка. Пересек рутовый доступ. Отсюда? Сейчас их зальют свинцовым дождем. 100%. О. Вообще тупо в одну. Ты забыл сказать добрый вечер. Вы дебилы. Стреляй! Прикольно. Прикольно. Интересно. Черт, ну что за свинство? Они прикрываются нашей машиной. Ну, извини. Да. Черт, мы только ее починили после той гребаной служанки. О, да. Воспоминания. Эй, бензин течет! Дач... Попала. Рок! Да, Черт, там еще. Рок, ты можешь добраться с этой девкой до черного хода? попробую, если ты нас тут прикроешь. Да легко. Року уже. Ладно, идем. Стой! Ну уже, Как это мужественно. Рано еще. сюда. О-о-о-о-о.
Отход, 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 назад. Беда, Рэви! Что там, Рок? Рэви, у нас тут маньяк. Что это такое? Скорее, скорее стреляй в нее! Не Чем? могу. У меня нет оружия. Ты что, дурак? Сам удивляюсь. Кстати, почему он до сих пор не обзавелся хотя бы... Рок, Ой-ё! Рок, черт! Эй, Рэви! Блин, одновременно шмаляют. Рок, Держись. черт! Рок, ты жив? Ну, пока да. Трудно сказать. Не туда. Это дверь в док. Вот еще. Если я там останусь, долго там не выжить. О, поджигатель. Привет. Пока. У меня есть вопрос. Лучше не спрашивай. Можно мне пройти? Нет, нельзя. Любите шашлыки, девушка? Любите шашлыки, девушка? О, сейчас ее белые трусы подожгут. Рок, Он тут занят. Рок, уходи оттуда. Огонь! Огонь! Рэви, что-то тут жарко стало. Сделай что-нибудь. Эй, женщина, толкни ей ящик. О, Это что? Такую классную штуку надо было сразу доставать, балда. Это товар. Неважно, живешь один раз. да, сказала монашка, живешь один раз. Черт. Вылезаем, вылезаем. Давай скорее. Рэви, ты тоже? Иди вперед, Рок. Черт, если высунемся, нас нашпигуют. У передней двери тоже. Там 2 или 3 снайпера ждут. Что-то горит. Черт, так нечестно. Решили их выкурить. Ну док-то за что? Какой-то идиот поджег дверь в док. Придется уходить вверх, на крышу. Плохая идея, но деваться некуда. Знаю, но этим мерзавцам тоже. А то их денежный приз сгорит начисто вместе со зданием. И что бы ты сделала на их месте? Вошла бы внутрь и сняла бы охрану. А когда? Они нас накроют стрельбой одновременно со всех сторон. И как только прижмут в угол, ворвутся внутрь. Но мы не будем сидеть и ждать. Рэви! Задели? Шиньхуа? Привет. О, угадала. Привет, подружка, как дела? Извини, сегодня мы... Это кто? Твоя подруга? Это самый худший вариант событий. Эй! Тип того! Твой приятель тут? А, Лигарх? Он слишком расслабился и не смог вернуться с Марса. Живет счастливо с нянькой-сиделкой. А, Какая жалость. Эда, слушай. Передавай ему от меня привет. Окей. Она на карнизе. Ага. Но есть и другие проблемы. Пожар совсем не шуточный. Черт, Облом. времени мало. Долго не продержимся. наверх, наверх. Ненавижу игры на выживание. Я выманю ее раньше, чем они выкурят нас. Да? Отгоню ее по карнизу до входной двери. Шлепнешь ее? Как нефиг делать. Если ты ее выманишь, я ее шлепну еще до завтра. А, да, точно. Тут отдельно. Ой. Ну? Тогда пошли. Ага. Ну, погнали. Она там. Давай, 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 давай. Все? Китаяночка подохла или нет? Шиньхуа. Помянем.
И помолимся за нее. И выпьем. Блин, весь наш офис расхреначили. И что теперь? Я думаю, Я думаю, молиться, чтобы не провалилось все. Выше некуда. У тебя есть план? я думаю. Так это и был твой план? Глупо. Ну что, будем молиться, поститься и слушать глаз Божий, чтобы спастись. Заткнись. О. Я думаю. Вот это очень вот это конец очень хороший, очень сильный. Заткнись. Я думаю. Эта девочка, ну сейчас у нее адреналин в башке, она немножечко... Вот Рок уже все, Рок уже адаптировался. Рок уже спокойно адаптировался ко всей ситуации в Райнапуре. Прекрасно понимает, с кем имеет дело, прекрасно понимает, что каждый день он может попасть под замес, который может стоить ему жизни, ему и его людям. И поэтому он отринул абсолютно всю панику, мы это еще видели в первом сезоне, в первых сериях, и спокойно, хладнокровно анализирует ситуацию и ищет выход из сложившейся ситуации. Началась серия очень так интересно с той точки зрения, что нам напомнили вообще, где мы находимся. Мы находимся, можно сказать, на краю света, куда отправляются все люди с испоганенными, или как это сказать, с разрушенными жизнями, которые натерпелись в жизни очень многого, и из-за них люди натерпелись очень многого. Петля на мосту. Ярчайшее предупреждение того, что в этот город суваться не надо. Что касается и этой бедной девочки с белыми труселями, что касается этого дебила техасского ковбоя, который не понимает, куда попал. И очень классно называется «Цирк уродцев Райнапура». Цирк уродцев. Короче, здесь все. Сейчас в данный момент в перестрелке участвуют все самые большие маньяки, психопаты и убийцы ради денег. Ну что поделать, такова жизнь. Это Райнапур. Ну, про серию много чего сказать не очень, мне кажется, получится. Сплошной экшен, который вообще очень удивительный, очень сильный, очень красиво построенный. Ладно, хорошо, начало было очень крутое, как это обрисовала весь план с этими стрелками. И Реми, вы чё, больной, короче, Рок, давай поехали домой, это бред какой-то. А она такая, этот план срабатывал 4 раза из 7. Или 4 раза из 7 сработал в 5-й раз. Ну, сработало же. Конечно, в этом плане слишком много зависело от везения, но здесь это объяснили прекрасно. Классной шуткой. Отдельно хочется похвалить диалоги в этом аниме. Просто великолепные диалоги. Просто великолепные взаимоотношения между людьми. Как Рэби во время перестрелки с этой китаяночкой. Эй, как там твой дружбан? Передавай ему привет. Окей. А при этом они могут сейчас друг друга грохнуть. Но не факт, что могут друг друга грохнуть. Они в прошлом сезоне, в конце прошлого сезона вообще были на одной стороне. А против Эды, бог его знает, сколько раз они будут друг против друга. Я вот жду, на самом деле, их жесткого дуэльного противостояния. Просто сейчас их, сейчас совпадают их интересы, а может потом и не будут совпадать. И они к этому относятся очень даже спокойно, очень даже нормально. Это их жизнь. Они в этой жизни живут. И для них эти отношения абсолютно нормальны, потому что, они так с ума сойдут. Это защитный механизм в голове. Потому что если будешь ненавидеть и будешь препятствовать абсолютно всем людям, и будешь мстить абсолютно всем людям в Райнапуре, кто тебе дорогу перешел, господи, не с кем дружить будет. Застрелиться проще. Так, если уж так посмотреть, то, например, русская организация Балалайка вообще всех должна перебить. И Черная Лагуна тоже должна всех перебить. Ну что поделать, это дело. Была очень классная фраза от Реви, монашка, ослепленная жадностью, господи, это вообще так уникально на самом деле. Монашка, которая вот суккуб, господи, суккуб в тунике. Серьезно. В монашеском одеянии. Вот грехи, абсолютно все грехи, которые она... Вот все смертные грехи она, мне кажется, переступила
и считать себя монашкой, господи. Это реально круто. Вот сам контраст этого персонажа, Эды, очень абсурден и при этом очень-очень привлекателен и очень приятен. На самом деле, я хочу вспомнить, было, кажется, в старые времена, в 70-е, 80-е, это было время, когда в Америке снимали очень много независимого кино, много боевиков, и, кажется, там был отдельный фильм, кажется, о том, что монашки типа мстили, убивали, или там, например, в разных фильмах там сестра за кого-то ступалась, убивала. Это были такие фильмы, сняты малобюджетно, на скорую руку, которые крутились в повседневных кинотеатрах, таких в второсортных кинотеатрах. Ну, это тогда был такой прикол, стиль кинематографа. Люди снимали все на энтузиазме, своими руками. Это было то время, на самом деле, говорили, это было очень сильное время. Именно из тех времен появился и Скорсезе, и Тарантино, которые выросли в таком, можно сказать, окружении, не такого кино, когда снимай что хочешь, главное, чтобы людям нравилось. И очень много независимых ребят было тогда и появлялось. Вот как раз вот такое немножечко хаотичное время, когда Европа немножечко дала свой вкус американскому кинематографу, 70-е, 80-е, ну и так далее. И здесь это очень красиво показывается. Вот неоднократно говорил, что это смесь таких самых крутых боевиков 70-х, 80-х, 90-х. Вообще. И это показано очень круто. Здесь собраны абсолютно все архетипы. И это вот прямо насыщает. Очень свежая вещь. Что ж, это была 5-я серия «Пираты Черной лагуны» 2-го сезона. Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 6-й серии. Удачи!